Привет, уважаемые друзья! Мы продолжаем серию выпусков кратко о главном. Русские военные преступники нанесли авиаудар по Константиновке. 2 человека погибли, 8 получили ранения. 1 человек погиб, 2 пострадали в результате российской атаки в Запорожской области. Россия ночью сбросила бомбу на территорию Запорожского городского детского ботанического сада. Русские террористы ударили по Харькову. В городе перебои с электричеством. Украинские силы оборонные не намерены терпеть варварский террор россиян и отвечают той же монетой. Льгов Курской области под атакой беспилотников горит подстанция часть Курской области без света. ВСУ атаковали Белгород, удар пришелся по неназванному коммерческому предприятию. Загорелось одно здание. Предварительно речь идет о военном заводе. 5 сотрудников завода ранены. В Валуйках Белгородской области после атаки БПЛА возник пожар в районе железнодорожной подстанции. Железная дорога прекратила свою работу. В Салавате горит один из крупнейших нефтехимических комплексов «Газпрома». Это один из ключевых центров переработки нефти, производства химии и удобрений в России. Предварительно поражена установка АВТ-6. Завод остановил свою работу. Поражены сразу 2 нефтеперекачивающих станции трубопровода Куйбышев, Тихорецк, который обеспечивает доставку топлива на юг России, Занзиватка и Кузьмичи. Топливный кризис в России набирает обороты. Астраханский газоперерабатывающий завод «Газпрома» вчера остановил производство моторного топлива после прилетов украинских БПЛА. Новые реалии жизни в оккупированном Крыму. Бензина просто нет нигде в Крыму. И скоро бензина не будет на общепризнанных территориях России. Мамочка, тут что-то сильно ушаталось, Новороссийск атакуют дроны и безэкипажные катера. СМИ сообщают, что под ударом местный порт. Обстановка, судя по видео, там и правда бодрая. Летит и горит в центре города. Уже известно о 2 погибших сотрудниках порта. В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. Это международный проект России, Казахстана и крупных нефтяных компаний. Магистральный трубопровод транспортирует нефть из западного Казахстана и России к терминалу под Новороссийском для отправки на мировой рынок. Вон с пляжа. Эвакуация отдыхающих в Сочи из-за угрозы атаки ВСУ. В данную минуту ситуация на территории курорта штатная, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Ой, а что случилось? Наверное, движуха. Порт Туапсе атакуют морские дроны. В городе звучит сирена. По словам жителей города, звучат взрывы и автоматные очереди. Есть попадания по порту. Зеленский после переговоров с Трампом. Очень хорошая встреча. Она, пожалуй, была наиболее содержательной. А вот и сенсационная реакция Трампа после встречи с Зеленским. Украина способна вернуть себе все территории при поддержке ЕС и НАТО, он пришел к этому выводу, поняв военную и экономическую ситуацию и увидев проблемы, которые Украина создает России. Трамп подчеркнул, что Россия 3,5 года ведет войну, которую реальная военная сила должна была выиграть меньше, чем за неделю, и это выставляет ее бумажным тигром. Он отметил, что когда жители Москвы и других городов осознают провал российской экономики, Украина сможет вернуть страну в ее первозданном виде и, может быть, даже пойти дальше. А вот и первая реакция на слова Трампа из Кремля. Россия никак не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает, заявил пресс-секретарь Путина Песков. На Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил: международное право не работает в полном объеме, если у вас нет влиятельных друзей или оружия. Он также подчеркнул, что нет гарантий безопасности, намекая на неспособность международных механизмов эффективно защищать страны. Теперь десятки тысяч людей умеют профессионально убивать с помощью дронов. Остановить такую атаку сложнее, чем остановить любое огнестрельное оружие, нож или бомбу. Скоро дроны будут сражаться с дронами, атакуя критически важную инфраструктуру и людей полностью автономно, без участия человека. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.